Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Цыганский пасьянс. Неожиданности и сюрпризы. Ноября 2024 года. Как раз вторая половина ноября. Она может быть для нас и богата на неожиданности, сюрпризы. Может быть, когда тайны какие-то откроются. Хотя, в принципе, это все то, что где-то нам по планетарным транзитам предполагают звезды. И часто, кстати, таро-прогнозы совершенно не совпадают ни с одним гороскопом. Поэтому будем реалистами. Любой прогноз не расскажет, какая личная история каждого из вас. Но все же, вот так чуть-чуть приоткрыть завесу или допустить альтернативные варианты развития событий. Что же касается событий, то вот этот пасьянс мне когда-то подарила мама очень много лет тому назад, конец 80-х. И событийный ряд эти карты как нельзя, кстати, иногда передают. Проверенные уже многократно. Поэтому, давайте рассмотрим. Что же для овнов? Каковы неожиданности и сюрпризы ноября? С чем это может быть связано? Хотя совсем не обязательно. Возможно, никаких неожиданностей и не будет. Наоборот, для вас очень благоприятный период, мои дорогие овны. И где-то на 2025 год заходом тоже. Итак, все же давайте пойдем по нашему раскладу. Что нам будут рассказывать карты? Дела домашние – это факт. И это могут быть как ваши близкие, или вопросы с вашими родственниками, или конкретно вопросы недвижимости. Так, смотрю, что у нас еще с вами сошлось сразу. Вот должна сказать, сошелся меч. Знаете, это может быть как недоразумение. Это может быть ссора, например, которая была. Или тот человек, который какие-то неприятные эмоции вам доставил. Это могут быть и ваши мысли, воспоминания об той ситуации, которая уже сложилась. Давайте идем дальше. Что же это для вас или чем все это закончится? Но вот если, кстати, ссора, смотрите, сразу выпадает кольцо. Примирение может быть для тех, я понимаю, не для всех, не все же поссорились овны, правда? Будем реалистами. Но для тех, по крайней мере, у кого она была, вы как раз можете не просто проговорить что-то, выяснить искренне, а еще остаться самыми лучшими друзьями. Это можно перенести и на личную жизнь. Это где-то и про работу тоже может быть. И так как раз часто и бывает. Мы порой отстаиваем свои позиции. Иногда нам приходится говорить откровенно, даже с руководителями. Не всегда нас рады слышать, прямо скажем. И нас потом гнетет, что нас не поняли. Есть такое. Но, значит, откровенно проговорить, потому что если руководитель как бы на своем месте, скажем так, для него как раз будут ценны всегда те сотрудники, которые не действуют из-под тишка. А те, которые говорят, конструктивно, понятно, когда это не превращается в скандал, а когда это человек может изъяснить свою точку зрения. Кто знает, время иногда расставляет все по местам, проходит какой-то период, и даже руководители понимают, что да, а вот чья-то мысль, она была очень кстати. Но это я так попутно. Посмотрите, у вас, правда, у кого-то может быть вплоть до того, что вот эта ссора была с кем-то из руководителей власти. Но это я уже продолжаю ту мысль, которую начала. Но это, безусловно, вовсе не обязательно. Это может быть какая-то сама по себе ситуация, когда вы банально, потому что корона, и вы могли, допустим, пойти оформлять какие-либо документы и застрять в одном из кабинетов. Сидит какой-то несговорчивый чиновник. Или он, вот такой буквоед, когда
Он хочет сделать все по закону. Не просто по закону, а, знаете, с какой-то долей перфекционизма. Но все равно, мои дорогие овны, смотрите, у вас выпадает голубь. Голубь в этой колоде, в этом пасьянсе – это всеобщее благополучие. Поэтому даже если были какие-то штрихи вот такие в виде недопониманий, да здесь, пожалуйста, каков бы ни был уровень общения вашего с человеком или на какой бы служебной лестнице он ни стоял, вы со всеми можете установить дипломатические и очень добрые взаимоотношения, когда вы именно друг друга правильно понимаете. И это будет для вас очень важно, потому что для кого-то это возможность сделать карьеру, для кого-то возможность заработать денег. Так вот, через благополучие, через умение договориться, услышать, опять же, к вам приходит, ну, где-то и радость, и уверенность. Все же, когда кольцо выпадает, это прочный союз. Поэтому прочный союз и по работе тоже для нас важен. Давайте смотрим, что у вас еще совпало. Может быть, это, кстати, и по личной жизни. Почему нет? Все то, что я говорила, перенесите именно на личную жизнь. Если были какие-то штрихи, да, когда не поняли друг друга, то здесь как раз проговорить. Здесь самое главное, знаете, с одной стороны, в самом себе не утрамбовать какую-то проблему. Почему я так говорю? Потому что часто мы начинаем тогда что-то додумывать. А додумать мы можем там великое множество, даже того, чего нет. Поэтому карты, я так вижу, больше нам хотят сказать, больше конструктивный диалог, нежели доказательства, и лучше аккуратно, интеллигентно, так дипломатично что-то прояснить, нежели с этой мыслью продолжать жить и думать, я прав или не прав, или я точно прав, но мне от этого не легче. Вот так ведь тоже бывает, правда? Ну, наверное, сделать вашу жизнь, мои дорогие, более счастливой, более понятной. Потому что, когда мы разговариваем, мы все равно, сами даже произнося какие-то фразы или заново через слова, мы все равно ведь вспоминаем точнее, какую-то возникшую ситуацию, то значит мы ее проговариваем даже вслух. И это для нас благо, потому что мы ее заново как будто анализируем. Но анализируем не тогда, когда было как горячо, пекло, да, а когда мы уже более рационально к этому относимся. Поэтому диалог, ну, наверное, для вас дважды, трижды это будет хорошо. Давайте, что же нам расскажут карты Таро, колода золоченого Таро. Неожиданности и сюрпризы. Так вот, неожиданности. Мне интересно, для вашего знака зодиака вторая половина ноября. С чем это связано будет? И мы достанем 3 карты. И сюрпризы, мои дорогие. Что же это могут быть за сюрпризы? И если мы рассматриваем неожиданности как то, что мы, ну, где-то, понятно, не ожидали или, может быть, даже не знали, было скрыто от нас, то сюрпризы, каким образом мы это можем переложить себе во благо, как мы из минуса даже можем сделать плюс. Поэтому давайте неожиданности. Но, правда, дела семейные, дела домашние, король кубков, это наши близкие, это наши партнеры по браку. Или, в принципе, наши партнеры, с кем вы проживаете. Безусловно, тут могут быть и родственники, личная жизнь, причем по королю кубков. Здесь она увязывается, с одной стороны, вроде как есть сторона чувств или эмоций, взаимоотношений, именно через эмоции. А есть материальная сторона, то, что к эмоциям не должна быть привязана. И я должна сказать, что по королю кубков это единственная карта в колоде, единственный персонаж, наверное, во всей колоде Таро, который как раз умеет не смешивать чувства и какой-то материализм. Ну и правда, когда мы решаем какие-то вопросы более серьезные или по документам, или мы должны рационально подойти к вопросу, там чувства нам только мешают. Но и с другой стороны, если мы ударимся в какой-то материализм и теряем элемент духовности или ценности, да, вот есть такое слово, и все же возвышенное и земное соединять нам каждый день приходится. Так вот, сделать это как-то красиво умеет король кубков. У кого-то может проиграться конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды.
Рыба, рак, скорпион, либо он имеет там асцендент, кстати, у кого-то по луне. Запросто. Ну, давайте мы откроем, что же за неожиданность. Может быть, это известие от такого человека. Или сам по себе, кстати, человек. Может быть, вы даже по работе вот с таким контактируете. А знаете, это люди, с которыми достаточно приятно нам общаться. Но порой мы испытываем некоторую неопределенность внутреннюю, потому что мы не можем этого человека просчитать. Это правда, есть такое. Люди знака воды умеют уходить словно в себя. Вот они вроде бы открыты, но когда нужно, они это делают совершенно незаметно для нас. И у нас рядом выпадает карта мага. Поэтому маг – это великий манипулятор. Неожиданности – это и ваши энергии, мои дорогие. И вот где-то такие энергии вам карта советует. Все то, что я перечислила по королю кубков. Потому что карта мага, она говорит о том, что это у вас период таких возможностей. Но, как мы сказали, маг – великий манипулятор. А договариваться нам уже пасьян сказал, придется. И маг это делает совершенно спокойно, хладнокровно. Поэтому у него и получается. И как ваши энергии, вы также можете столкнуться с такими людьми. Может быть, это и люди, которые наделены властью. Все же у вас выпадает корона. И по ней как раз представители власти-то тоже могут проходить. У нас у каждого своя стезя жизненная и разные сферы работы, где мы трудимся. С разным коллективом нам приходится общаться. Поэтому, мои дорогие овны, будьте магами и волшебниками. Даже если вы сталкиваетесь с такими людьми, достаточно сильными, которые умеют владеть своими эмоциями в первую очередь. У мага это великолепно получается. Но и вам, как будто вас карты призывают быть точно таким магом. А возможности они, несомненно, будут. Тут какие бы ни были неожиданности, это старший аркан, то они как раз вам для того, чтобы вы как-то правильно взаимодействовав, для себя что-то очень хорошее и совершили. Давайте посмотрим, что еще один старший аркан. Как будто говорит карта «Приготовься, Овен». Потому что это и есть и неожиданности, и сюрпризы, и перемены, самое главное. Колесо фортуны. И в этой колоде карт очень добрая карта, благополучные перемены. По этой карте сама по себе фортуна, удача тоже может быть. Поэтому действовать совершенно в других энергиях вас прям все три карты призывают, мои дорогие овны. Ну и мы где-то с этого уже начали с вами раскрывать на пасьянсе. Хорошо, какие же сюрпризы можно из этого извлечь? Шикарные. Примириться? Пожалуйста. Договориться? Карта шута. Пожалуйста. Но нужно быть магом. Потому что есть такое значение нулевого аркана. Хаос перед началом творения. Обратите внимание, в этой колоде шут жонглирует всем зодиаком. По сути дела, это то, что стоит перед магом. Потому что маг у нас первый аркан, а здесь нулевой. И помимо того, что это карта начала или каких-то новых начинаний, идей, взаимоотношений, у кого-то вот как раз тоже может проиграться какая-то личная история. И даже если нет личной истории новой именно, а взаимоотношения уже с известным партнером, ну, как какое-то обновление ваших чувств. И такое может быть. Или планы вашей семьи, планы вашей пары, когда обстоятельства, например, меняются, или какие-то возможности появляются. Вы именно вдвоем будете что-то обдумывать. Или пусть это ваше творчество, мои дорогие. Пусть у кого-то касается чисто заработков. Для кого-то ведь я и это допускаю. Король кубков будет говорить о неожиданностях в плане работы и как, откуда к вам приходят деньги. И вы прочувствовать можете эту карту, эти энергии короля кубков, что мне сейчас, да, вроде как чувство – это одно. Или чувство, или эмоции. И я сейчас себе не должен, не должна навредить. Это вот то, что как раз умеет правильно разграничить король кубков. И тогда у вас какие-то возможности не упустить вполне получится. И дальше идет маг. Все взаимосвязано. Вот это правда. И опять же про работу. Работой у тебя все получится. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, на прогресс в бизнесе, в принципе, на заработках, на разных вариантах заработка, получения.
денег, мои дорогие, в ноябре. Причем тех, которые вами заработаны. И сама по себе карта, по которой мы строим карьеру. Или задумываемся об этом. Думаем, какие сделаем первые шаги, какие сделаем вторые шаги. У нас показан уже профессионал. Но это он теперь занимает какую-то, как лестницу иерархии или положение. Но в дальнейшем он преувеличивает свои возможности и идет к смене статуса. То есть это карта, по сути, прогресса, безусловно, материального прогресса. Давайте посмотрим, что же еще. Договариваться факт придется, потому что по двойке пентаклей, опять же, ну где-то манипуляция с двумя пентаклями. Что интересно, хоть нам и говорят, что деньги есть, деньги будут, вот именно заработанные деньги. Может быть, у кого-то задержалось, значит, вы их здесь получите. Но двойка пентаклей не говорит о серьезных покупках. Я должна сказать планетарно, наверное, вторая половина ноября точно. Ну, я бы ничего не приобретала, хотя, в принципе, как варианты намечать можно, договариваться можно. Но, может быть, если и приобретать что-то важное, то ближе совсем к концу ноября или даже в декабре. Хотя никому не даю советы такие, потому что все же мы все разные. И порой у вас выпадает тем более колесо фортуны. С одной стороны, рядом с двойкой пентаклей нам говорят, что у вас будет возможность отступить словно полшага назад и удерживать какие-то свои позиции. То есть, иными словами, взять время для маневра, время подумать, может быть, день, два. То есть у кого-то что-то просчитать нужно. Вот не прямо за 5 минут сказать «да» или «нет», а сказать, вот дайте время, я подумаю, мне нужно сориентироваться, собрать дополнительную информацию. Вот тогда у вас это получится. Разная сложность вопроса у каждого из вас может стоять. Потому что, по сути, ведь тот же манипулятор, жонглер двумя пентаклями подбрасывает и ловит, как будто он своего не упустит. Но еще и по этой карте перед нами открываются новые горизонты. Вообще карта наша призывает к тому, чтобы мы были легкими на подъем. Поэтому у кого-то из вас, мои дорогие, неожиданные поездки могут быть. И вверху, опять же, колесо фортуны. И карта говорит, ни в коем случае не отказывайся. Если приходит какая-то необходимая информация вам, и вы чувствуете, да, вот кое железо пока горячо. Вот если я прямо сейчас куда-то поеду, или если я прямо сейчас пойду в какую-то инстанцию, то я оформлю. Вот слушайте свой внутренний голос. Он вам будет давать правильные подсказки. Тем более, опять же, карта мага. И интуиция. Что такое интуиция? Интеллект и прежний какой-то опыт. Магами не рождаются, ими становятся. Вот для вас вторая половина ноября стать магом практически так. И может быть поэтому и выпадает карта короля кубков. Я говорила, вот эти две энергии не смешивать ни в какую. Потому что по двойке пентаклей у вас даже в ноябре могут открыться как раз новые возможности. Новые возможности по заработкам. Может быть, это будет связано с тем, что вы захотите учиться чему-то. Или нужно будет пройти курсы. Может быть, это будет онлайн, потому что в этой колоде нам показан жонглер на фоне пространства. Пространство – это всегда интернет. И изображен один из символов Меркурия как раз корабль. Это, с одной стороны, исполнение желаний, а с другой стороны, информация, контакты, переезды или просто поездки. Опять же, с целью с кем-то договориться, провести какие-то важные переговоры, договоры. Может быть, и пересмотреть какие-то документы. Вот через какой-то хаос, может быть, перед началом творения. Через даже какую-то турбулентность к вам как раз приходят возможности, потому что вверху колесо фортуны. Мне очень интересно узнать, к чему же все идет. Что дальше? Давайте узнаем, что же дальше. К чему быть готовым? Давайте достанем карту. Очень приятному к чему-то новому. И кубки, паш кубков. У кого-то, конечно, может проиграться, что могут быть сообщения от детей ваших, даже очень взрослых достаточно детей. Но сама карта паш, всегда мы изучаем что-то. И правда, у кого-то обучение или какая-то сфера жизни вас заинтересует. Мы чем-то увлеченно занимаемся по этой карте. И плюс хорошее настроение. Поэтому где-то карта говорит, не упустишь, Овен, возможность
то останешься доволен. Вот к чему так в целом идет. Но это какие-то и начинания. Может быть, это будет связано с тем, что кто-то пойдет оформлять, правда, документы. Король мечей — это у нас всегда тоже те персоны, которые как раз стоят у руля, у власти, высокие чиновники. По этой карте идут люди в погонах. Может быть, кому-то как раз нужно договориться, и у вас получится это сделать. Ну, какой-то красивый финт, многоходовочку, мои дорогие, вы тоже сумеете просчитать. Причем все должно быть по закону. Вот и есть возможность это по закону все и оформить дважды, и если не трижды. Смотря о какой сложности ваш вопрос. По этой карте проходят и врачи, или все люди, которые носят форму. Поэтому тут вот по форме может быть самая разная сфера деятельности. Значит, вы можете что-то прояснить по здоровью, может быть, пройти какое-то обследование. Перекладывайте вот на себя возможности, ведь у вас старшие арканы выпали. Причем такие очень, одни из благополучных сами. Ну, вообще нет плохих карт в колоде Таро, но тут именно что-то начинается такое захватывающе интересное. И все по закону, и все прямо как по судьбе, мои дорогие. Правда, когда выпадает Верховный Жрец, это, знаете, такая стабилизация в квадрате, можно сказать. Это карта надежности. Да, это карта учителя и ученика одновременно. Верховный Жрец, он не только учит кого-то знаниям, но и сам его жизненный путь — это тоже своеобразное обучение. Поэтому учеба у кого-то проиграется. Для кого-то высокие инстанции могут означать разрешение вопросов, ну так отдаленно, с учетом короля мечей. У кого-то могут быть суды, и тогда прояснятся какие-то вопросы. А то и суды у кого-то могут закончиться. Но мы все разные, и дела в суде-то тоже разные бывают. Некоторые годами длятся. Но значит, здесь какая-то определенность у вас в ноябре, мои дорогие, будет совершенно наверняка. Знаете, в целом уважайте власть, уважайте как вот эту систему иерархии. Не перепрыгивайте, кстати, через голову руководителя. Вот и ссора у кого-то могла быть именно из-за этого, и кто-то там из руководителей обиделся. Но не любит руководство, когда мы перепрыгиваем через их как бы владение, да, и идем выше, дальше. Поэтому, ну, какой-то красивый, может быть, реверанс вам придется делать, или просто даже проговорить какую-то тему откровенно. Но вот когда мы поступаем по закону, тогда и закон нас защищает. И поэтому карты рекомендуют: ты делай что-то основательно. Или переводи свои планы, или то, что ты уже начал, или то, что ты планировал, в какую-то основу более материальную, как раз с учетом карты Иерофант. Это не значит, что мы теряем ценности или ударяемся с головой в материализм. Нет, аркан мага — это в первую очередь тоже ведь духовность. Духовность, но она такая больше возвышенные какие-то идеи, то, что мы хотим воплотить в жизнь, то, что имеет дистанцию не в пару дней, а на какой-то далекий период. И то есть смыслом все как бы пронизано, все действия мага. И вот этот смысл в конечном итоге и дает какой-то блестящий результат. И уверенность, мои дорогие, и надежность. И, кстати, по части денег какая-то стабилизироваться может у вас финансовая ситуация, поскольку Верховный Жрец Иерофант нищий не бывает. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны. У кого, кстати, по поводу недвижимости, здесь что-то может быть очень неплохое по вариантам по недвижимости. Я не могу сказать, что вопрос с точкой прям решится в ноябре, то есть от начала и как финиш какой-то. Но то, что как-то продвинется, и финал будет, может быть, в декабре по части недвижимости, решения некоторых вопросов, когда вы скорее остаетесь довольны. Вот здесь и даже такой, даже пусть очень сложный вопрос с какими-то согласованиями вы сумеете совершить. Главное поставить цель. А дальше методы обязательно найдете. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда, мои дорогие.